Ну что, девочки, мальчики, снова у нас исследование с вами некого экзистенциального кризиса. Привет, кстати, тарологам, которые стырили у меня девочки и мальчики. Я вас, конечно, не осуждаю, но карма вас нахлобучит. Ладно, все шутки. Вот. Ну, просто это ясно. Сначала так всех стала называть, потом такие. А все права возвращают, знаете ли? Знаете ли. Окей, ну давайте, девочки, мальчики. Что смотреть-то будем? От чего бежите? Да, как остановиться, надо ли вообще, или, может быть, наоборот, продолжать наш чудный призрачный бег. Ну, такое бывает, что мы от чего-то бежим. Оно все догоняет, да, или что-то мы не видим. От чего-то мы бежим с вами. Посмотрю, сколько у нас еще дыхалки на этот бег от себя. Да, потому что 100%, если мы от чего-то бежим, но это вот то, куда мы не хотим смотреть. Потому что бежим — это такая условная история. 100% от себя вы где-то убегаете. Позиция одна, поэтому либо зайдет, либо не зайдет расклад. Немножко такой, знаете, момент селективности, а то вы привыкли все три смотреть, и вам по чуть-чуть подходит. Нет, тренируем, значит, нашу интуицию, одна позиция. Либо ваша, либо не ваша. Либо Вселенная с вами говорит, либо, значит, молчит. Третьего не дано, второго тоже. Только один вариант. Погнали? Так, все, не буду камни убирать, они у меня просто для красоты. Просто мне показывают мой ореол обитания сегодняшний. Насколько вы счастливы? Давайте так. Насколько счастливы? По 10-бальной шкале посмотрим. Так, королева Пентаклей, карта мира. Ой, слушайте, хочется расширения все же, да, но не случается. Давайте так, кратенько. Что такое расширение? Такой нейроведьминский ликбез, да, лично нейроведьминская Википедия, которую нельзя скачать. Вот я ее ношу себе с собой. Благо, что не внутри, поэтому сильно не хочу расширяться-то, да. Шутки закончились, и начались будни. Смотрите, что такое расширение? Ну, давайте так, когда мы можем себе больше позволить, когда мы действительно можем чувствовать себя хозяевами, да, своей жизни и хозяйками в частности, а тут как-то королевство мало, да, и королевство сильно мало, негде разгуляться. Соответственно, да, все эти крепостные пьяны, да, никто барышни чай, значит, не подносит в опочивальню, да, прошка шампанское не несет. То есть все, у нас какие-то лимиты появились, да, негде разгуляться, душеньки-то наши, негде. А вот, собственно, завоевывать какие-то новые территории нам как-то пока еще, как это сказать, давайте так, по-честному, кишка тонка, потому что завоевывать сейчас новые территории, вот есть ощущение какой-то глупости, решимости не хватает сейчас. У меня девчонки вот недавно диагностировали, вот как раз украинские ведьмы, и как раз там тоже был вопрос о том, а где твоя решимость? Но я-то знаю где, потому что мне нужно не один слой соломки, да, подстелить, а мне прям нужен сеновал был. Я просто человек очень любящий комфорт, поэтому я себе выстилаю сеновал, не один слой. И вот, да, знаете, не хватает решимости. Не хватает решимости, да, может быть, пинка сладенького, кто уже пнет, желания какого-то, да, импульса на действие не хватает. А королевство мало, но при этом оно все равно является зоной комфорта. Сейчас посмотрю, что вы там за империю выстрелили у меня. Сейчас на данный момент какую империю выстрелили. Посмотри, какие классные карты. Вот смотри, вот есть категория, которая вообще-то будет изучена, да, есть там радиус там твоего королевства, который ты знаешь. И вроде как пора расширять границы. Играли в видеоигры? Вот вы, например, там строите какой-то ресторанчик.
И все. И там, и вот написано, допустим, что ты же не можешь накопить определенное количество монеток, да, потому что у тебя столов не хватает. Или, например, повар у тебя не успевает там готовить бургер, курицу, короче, одновременно. И что? И нужно расширяться. Либо новую плиту покупать, да, либо расширять территорию ресторанчика, где ты просто еще там стульчики поставишь. Или стратегию ты какую-то играешь, ферму, еще что-то. Понимаешь? И в жизни вот ровно такая же история. Надо расширяться. Но вот здесь ты чувствуешь себя хорошо, да, на мини-ферме, в мини-ресторане, соответственно, в твоей личной мини-девятке чаш. Если помню, кстати, медитацию, где я рассказывала вам, да, как выстроить свое вот личное счастье, да, на примере там ресторанчика, где вы можете создать все по своим условиям, вот прям вот такое ощущение, что вас выгоняет. Прям вот нужно расширение, нужны какие-то масштабы. Нужно раскрыться, да, потому что ощущение, что ваши крылья, они выросли, они обрели силу, они хотят мощного ветра и мощного полета, да, и они 100%, видимо, к этому готовы. А нам кажется, что нет. А нам кажется, нет, да, что нам страшно шагнуть в это что-то новое. Но давайте у наших крыльев все-таки спросим. У наших крыльев спросим, они готовы к новому чему-то? Да достаточно давно уже такое ощущение, что вот вы как будто сами, знаете, не разрешаете сепарацию от прошлого, вы не разрешаете себе оторваться от этого всего. Вот, да? Вот 8 кубков, то есть ощущение, что они достаточно мощные, но они уже начинают терять силу, и вот перья, знаешь, уже не так глянцево, красиво блестят, неважно, черный, белый, коричневый, зеленый, но просто сам факт. Почему? Потому что достаточно давно в клетке, у тебя уже атрофия, понимаешь этих крыльев. Почему? Потому что они не чувствуют воздух, да, но в полную силу там, они не разгоняются, они не чувствуют скорость. Вот ты сидишь действительно красивая, гордая птица в какой-то маленькой клетке, да, все, и у тебя уже деформация пошла твоих вот этих вот всех этих косточек, понимаешь, на крылышках твоих. Уже не крылышки давно, да, выросла птица, но она сидит в клетке, или она, соответственно, не знаю, там летает по какому-то периметру, то есть не поднимаясь на ту высоту, на которую созданы ее крылья. От чего же ты бежишь? Тебе нужно разгоняться, и вот она, твоя взлетная полоса, да? А ты бежишь. От чего же ты бежишь? Король Пентаклей, перевернутая тройка Пентаклей. Смотри, тебе почему-то кажется, что твой новый опыт, твое новое взаимодействие, оно тебя лишает твоей зоны комфорта. И там как будто вот многое нужно, как тебе сказать, сначала, может быть, там где-то конкуренция больше, да, или ты в чем-то не уверена, вот это не важно, отношения, там, работа, там, новый какой-то бизнес, потому что там нет уверенности, это неосвоенные территории. На неосвоенных территориях всегда сложнее. Ты сейчас задаешь мне конкретный вопрос, кто-то прям, знаешь, этот голос из зала, а что мне уходить с работы? Давай посмотрю, как бы расспрашиваешь, это прям у меня какой-то крик души, знаешь, аж прям звенит ведь в перепонных барабанках, да? В перепонных-то барабанках звенит. Вопрос-то, крик такой, да, уходить ли с работы? Посмотри, как страшно по 5 чаш, но ощущение все-таки тоски, болота, мы засиделись там. Вполне возможно, мы пытаемся на старом месте еще найти какой-то потенциал. То есть смотри, по сути, как бы колодец мы там исчерпали, да, но мы все равно, да, пытаемся рыть эту землю, чтобы еще воды достать, да, чтобы сделать глубже. Может быть, там, не знаю, я сейчас еще пробурю там несколько метров вглубь, и там как хлынет нефть, да? И вот мы как бы в одном направлении вот это устойчиво что-то там долбим, понимаешь? Пытаемся найти эту нефть, колодец, который пересох. Что по этому поводу говорят высшие силы? Что силы высшие говорят? Что мы энергию тратим не туда, да? Король жезлов, но при этом он перевернутый. Либо мы боимся эту нефть или воду, там, или кровь, или что хочешь найти, или деньги, да, мы боимся найти. Это как вот копать клад там, где его уже выкопали, да? Что мы делаем? Копаем клад там, где его уже выкопали. Зачем мы это делаем, не совсем понятно, потому что сейчас то, что мы делаем, это имитация бурной деятельности, потому что мы не там, как-то, знаешь, на полшишечки, да, не знаю, на полворобушка, вот на чего-то. То есть мы не в глубину, понимаешь, не идем, да, не выходим из этого всего, вот где-то даже какой-то момент застревания 100%. То
Потому что нужно выбирать вообще, либо уходить из этого, да, совсем, либо надеяться, что там в глубине вкуснее рыба ловится, понимаешь? А тебе предлагают, ты смотри, а вот здесь вот есть новый водоем. Ты говоришь, блин, ну, во-первых, он не изученный, там, значит, этой ровная протоптанная дорожки нет, да, там я не знаю глубину, не знаю, как рыба водится, ну, как бы не хочу, не хочу. Что тебе нужно сейчас сделать, да, чтобы сделать выбор? Что тебе нужно сделать? Ты знаешь, выключить эмоции, потому что смотри, королева мечей перевернутая, она скрупулезная дама. И с одной стороны, мы с тобой должны прям уйти в это состояние жесткого расчета, просто максимально выключив эмоции. Да, она токсичная, но она должна, вполне возможно, даже токсичная по отношению к себе. Почему? Потому что здесь нужно четко все рассчитать, просчитать, противно, скрупулезно, критично, до боли, понимаешь, да? До боли, до внутренней боли. Это сейчас надо. Максимально, как ты знаешь, это максимально цинично и токсично, ну, по отношению к себе надо отнести сейчас, да, просто чтобы встряхнуть себя, да. Что тебе даст вот это отношение к себе? Что тебе даст отношение к себе? Вот, тебя выкидывает из состояния рефлексии, эмоций, там что-то еще. Ну, давай я приведу пример. Тоже вот недавно обсуждали там мерч, как кто-то делает. И тоже девочка мне говорит, слушай, говорит, ну я же это делаю там и подложки, там и ткани. Говорит, ну кто-то это монетизирует, а я типа нет. Я, вот, смотри, королева мечей. Просто нужно отлупить себя и сказать, слушай, ну что ты вот это в жертве вечно? Что ты там потратила кучу денег на курсы, нифига не монетизируешь это все? Почему ты боишься людей там, да, или сколько ты там денег потратил на наставничество, а тебе все равно, короче, тебя просто разводят на деньги, твоя терапия ни к чему не привела. Вот, тебе нужно просто вытащить себя из вот этого состояния болота, да, то есть поплакать, понять, принять, соответственно, и искать выходы, да, искать выходы. Просто понять, сколько времени ты потеряла, да, сколько времени тебя там, не знаю, разводили, может быть, на что-то, давали тебе ложную информацию относительно тебя там, да, вот что-то такое. Вот тебе нужно из этого выйти. Сначала себе нужно просто дать подзатыльник, пендаль, вот как хочешь, прям, чтобы, знаешь, аж искры, аж прям неприятно стало. Это почему? Потому что нужно просто задать себе вопрос, а сколько я вот это буду терпеть сама по отношению к себе? Сколько? Сколько? Сколько я буду себя жалеть и не видеть шансы? Или сколько я буду упарываться в работу, да, где меня мало ценят, мало платят, и у меня нет роста. Да. Здесь просто нужно задать себе очень жесткие, некрасивые вопросы, которые больно ранят вашу шкурку. А вы тут уже, конечно, толстокожие, потому что, в принципе, вы сейчас мне скажете, Аня, да у меня типа все нормально. А я спрошу, а где рост? Потому что ты же как раз от роста бежишь. Что случится после того, как ты вместе со мной задашь себе эти неприятные вопросы? Ну, ты поймешь на самом деле, где ты обесценивала свой потенциал, да, потому что мы не будем читать десятку пентаклей исключительно как карту семьи. Это просранный потенциал, давай по-честному. Выкинутые деньги, просранный потенциал. Как я называю, минус одно хобби. Сколько денег ты на что-то потратила, да, сколько времени ты потратила, сколько ресурсов ты потратила. Ну, кстати, может быть, извини, мне даже на учебу, которая тебе не пригодилась. Да что ж такое, ты мне все перевернутые карты вытаскиваешь? Смотри. Уже перевернула обратно колоду. Да смеяться сейчас, опять перевернуто. Потому что ложное представление относительно себя, да, иллюзии какие-то. Потому что мне казалось, что вот я на этом месте буду классно, или там стану директором, к примеру, да, вот смотри, Иерофант, десятка пентаклей, может, отношения, неважно что. Короче, смотри, твой вот этот опыт по Иерофанту, вот который тебе оказался правильный, оказался нерелевантный, неправильный, вообще не для тебя. Тебе это не нравится, да? И вот, ну, от нового ты бежишь, ты все равно продолжаешь там оставаться. Что мы с тобой делаем? Только выбираем другой путь все же, да? Двойка пентаклей, семерка кубков. И опять же, мы должны четко рассчитать свою стратегию, да? То есть, если это про бизнес, это бизнес-план. Если ты замуж как бы хочешь выйти, да? Ну, ты как бы ты хочешь, ну, что-то вот. Здесь как бы нужно понять, что нужно, правда, избавиться от иллюзий, да? Понять адекватность притязаний, свою самооценку, свою реализацию, там, свою внешку, да? То есть мы четко оцениваем, мы выходим из вот этого состояния иллюзий.
Да, и только тогда, когда мы себя обозначили, да, вот здесь вот есть рост, потому что вот здесь вот я такая, вот из этого я уже выросла, Но это не должно быть про неадекватную самооценку, из серии «Я вся такая императрица, и все смерды мне должны поклоняться», да. Посмотрите, какая вы прекрасная женщина-императрица или император, да, мужчина. Нет, дело не в этом, потому что, в принципе, нам сильно это не показывает, не подсвечивает императрицу. Кого нам сейчас показывает пространство? Да и не хочу я ничего делать, отстаньте от меня, я хочу кайфа от жизни, я задолбалась и запахалась как лошадь, я не хочу никуда расти, отстаньте от меня все. Вот, это сейчас показывает пространство, ваш период, вам просто не хватает, может, женский сплетен, да, в какие-то женские там сообщества, может быть, там сходить, вот, какой-то развлекухи, радости от жизни, наполнения, вот вам сейчас этого точно не хватает. Потому что вот по-честному, вот этот вот ваш рост из серии там что-то, да. Тут вот, знаешь, такое ощущение, что я вот все это переросла, то, что у меня есть, но я не понимаю, чего я хочу нового, потому что вот такими методами, как я добывала то, что я переросла, я больше не хочу, у меня нет на это сил. У меня отдых, я хочу отдохнуть сейчас, я отпуска хочу от вот этой все саморазвивашек своих, очень хочу. Давайте так, что будет, если вы отдохнете? Что будет, если вы отдохнете? Увидите, от чего бежали? Однозначно, конечно, да. То есть вы прям головушку проветрите. И новые идеи, смотри, прям придут. И новые идеи на реализацию, соответственно, да, по пажу Пентакли. Может быть, это будет какое-то новое обучение, да, мастер-класс можно посетить. То у меня тоже девочка была на личном, и я ей сказала, пока не сходишь на мастер-класс вообще. Пришла она мне посмотреть деньги свои, была уверена, что у нее там все каналы перекрыты. Ну, как обычно, знаете, у нас что-то не получается, и нам кажется, что все прям, все прикрыто. Вот. И мы с ней договорились, в общем, что она пока не сходит на мастер-класс, но я там ей просто посмотрела, в каких направлениях, а она мне больше не пишет. Мне так было приятно, что она отчиталась, что сказала, да, что я сходила, и я посмотрела, что действительно есть варианты. Вы поймите, что у вас есть варианты. Вот я зачем вам это рассказываю? Потому что варианты реально есть. Да? Здесь нужно просто отдохнуть, пересобраться и кайфануть. Да? Кайфануть и как раз высвободить ту энергию, которая достаточно давно у вас спит. В радости приходят новые идеи, в радости приходит новый рост. Не на силе воли, как вы привыкли. Вот здесь вот вам это все сложно далось, понимаете? И от чего вы бежите? Вот почему вы не хотите расти? Потому что, смотрите, потребность роста есть, потребность новая есть, расширение территории есть. Ну так хочется, чтобы кто-то из вас сделал, да? Или чтобы это далось вам меньшими усилиями, меньше крови. Потому что мы, когда смотрим в прошлое, мы понимаем, что все, у меня уже нет столько сил, энергии, времени, да? Многим жертвовать, чтобы создать как бы вот эту себе, да, платформу. И нам почему-то безопасность, там, как хотите, ну, говорю, как платформу, как вот фундамент. И как бы нам почему-то кажется, что вот новый путь, он еще сложнее, чем прежний. А для нового пути нужно обнулить прежний опыт. Нет. Здесь, наверное, вопрос в том, что мы берем прежний опыт с собой, да, но нам прежний опыт позволяет брать новые вершины в легкости, потому что мы знаем, как дышать, мы знаем, как найти новую рыбу плюс-минус, да, мы знаем, как исследовать глубину, соответственно, там, может быть, исследовать рынок, если что касается бизнеса. Почему? Потому что у нас есть прежний опыт, понимаете? Вот в чем дело. Здесь просто нужно пересобраться, да, и пересобрать стратегию, потому что вы почему-то запасаетесь в игру в долгую, в сложную, в тяжелую сначала, и вообще, короче, весь мир идет в сопротивление, ну, по отношению к вам. Нет, он вас радостно встречает, потому что у вас уже есть крутой опыт. И этот крутой опыт предполагает, как бы, да, что ваше что-то новое, куда вы хотите и бежите, оно очень круто и органично встраивается. Понимаете? Абсолютно органично встраивается. Не знаю, что тут задумали. Вот. Но вот это вот не бурчите, не слушайте вот этих всех ворчунов душных, да, десятка жезлов, карты деда.
потому что это прежний выбор. Это вам говорили, да, что на пути к достижению того, что хочешь, вот, нужно действительно прям жертвовать, нужно преодолеть, нужно просто максимально через препятствия пройти, да, через всех этих карликов бороться с ними, Форт Боярд, да, и победить. Вот, и вот тогда, да, у тебя заслуженный успех. А у нас нет сил больше быть героем, мы просто хотим, просто по лайту, просто лифт мы хотим на повыше, да, просто чтобы мы уже, перешли, соответственно, в зрительный зал, да, а там как бы лучшие места для нас уже выбрали. Понимаешь? И такое реально может быть. Лучшие места. Это просто силы, все, и кайфуешь. Да, и тебе не нужно там в очереди стоять или там, опять же, пробираться вообще с самой галерки опять первым рядам. Почему? Потому что у тебя есть ресурсы купить сразу, да, хорошие зрительные места. Вот так вот. Здесь нужно так относиться к своему опыту. У тебя уже есть ресурсы. Вот кто-то тебе сказал, что нет, все сложно, все тяжело. Нифига. И вот, собственно, от чего ты бежишь? Ты бежишь от сложности, потому что ты мне что говоришь? Я так больше не выдержу. Да не надо так больше. Не надо так больше. Только не нужно сейчас задавать вопрос «как?», потому что это путь индивидуальный, а такие расклад общий. Я просто хочу сказать, что есть более легкий для вас путь. Почему? Потому что уже есть опыт, да, и уже как бы есть понимание, да, что вы хотите, потому что вы там уже были, при этом были достаточно давно по 8 Пентаклей. Но просто вот как бы карта страшного суда, вот, пожалуйста, для исполнения ваших желаний. Вот такая сегодня у нас с вами говорящая история. А с вами была я, ваша нейроведьма.